Про майнинг на ноутбуках уже разговаривали, да, я свое мнение там говорил о том, что мне эта затея не очень нравится. Ну, вопрос там по большей части, конечно же, связан с охлаждением ноутбучным. Оно в режиме майнинга, ну, постоянных нагрузок как бы не очень себя показывает. Ну, по моему личному мнению, я не хочу так насиловать, грубо говоря, технику, тем более, что, ну, иметь, скажем так, мощный ноутбук у меня больше как бы цель такая для работы. То есть, ну да, у меня есть он, и использую я его, грубо говоря, там где-то в командировках, каких-то выездах для того, чтобы там работать, но никак не для майнинга. То есть в этом плане некоторые люди там удивляются, мол, почему бы не получать кэшбэк с этого бука. Ну, понятное дело, в основную часть времени он просто лежит там и как бы используется только по назначению, скажем так. Ну, как-то, не знаю, нет у меня такого желания там зарабатывать какие-то там $2, грубо говоря, но тем не менее насиловать технику. Ну, а про майнинг на домашнем компьютере я тут немножко заинтересовался. Сейчас расскажу свои мысли и что я вообще хочу с этой информацией сделать. Тем, кто завтракает, обедает, ужинает, приятного аппетита, наливайте чай, кофе, погнали. Привет, народ! Лазил тут по моему любимому сайту. Не знаю, почему они мне до сих пор за рекламу не платят, но тем не менее не платят. В общем, лазил я, смотрел видюшки, ну, в целом, как бы, как обычно, да, там ценники, окупаемости, не знаю для чего, потому что, как бы, считаю, что я пока, как бы, остановился и ничего расширяться не хочу, но, тем не менее, привычка осталась, да, посмотреть, что там с ценниками происходит, это святое. В общем, картина, ну, такая себе, да, цены остаются высокими, и, допустим, если говорить про всенародно любимую 3060 Ti, 89 тысяч рублей, это LHR-карта, и как-то, ну, пугает, да, и при том, что есть, допустим, версия он гигабайта вообще за 92 тысячи, ну, то есть, камон, блин, и Eagle за 90, который мне абсолютно не нравится, но, тем не менее, стоит он оверпрайс. По другим картам все точно так же, то есть, там, как бы, обсуждать-то нечего, да, и 3070, вот мы сейчас еще посмотрим 3070, потому что они меня тоже интересуют, это порядка 102 тысяч рублей, ну, типа, может быть, кто-то скажет, что всегда надо покупать видеокарты и не компасировать никому мозги. Но как бы тут речь не совсем об этом идет. Смотри, какая штука. Все мы знаем, что DNS так или иначе бывает, продает готовые сборки компьютеров. В целом много видео про эти сборки игровые, типа там не все так хорошо, и DNS рукожопы собирает хреново, но это как бы не особо меня интересует в первую очередь. Интересует меня, конечно, цена. Допустим, если возьмем какую-то сборку, ну вот на примере Z Gaming Ward, 136 тысяч рублей, и у нас идет здесь в составе, ну, конечно, меня как майнера интересует видеокарта, это 3060 Ti, но судя по картинке, я так понимаю, что это полит, но это не самое важное, да, и как бы цена практически, практически как цена видеокарты типа 3070. Ну, к примеру, если вы смотрите на 3070 LHR и 3060 Ti LHR, они плюс-минус одинаковые. Но стоит понимать, что на моем личном опыте среди моих друзей в реале есть люди, которые покупали такие сборки под майнинг, и не только под майнинг, и видеокарты там доставались без блокировки от майнинга. То есть, как бы это типа полноценная карта, которая жмет там 60 плюс мегахэш. Это как бы хорошо. То есть, как бы, если рассматривать вопрос типа рациональности, да, купить за почти 90 тонн 3060 Ti, либо купить такой компьютер, ну, я бы, наверное, купил комп. Ну, почему? Потому что там у тебя еще остается железо, да, и процессор что-то стоит, и оперативка что-то стоит, материнка, естественно, блок питания, и в целом, если даже его раздербанить и продать по запчастям, оставив все только видео, ну, понятно, решившись гарантии, но тем не менее, да, ты, в принципе, получаешь видюшку подешевле. Но я бы, кстати, не стал дербанить. Почему? Ну, типа, почему, опять же, я смотрю эти готовые сборки, появилось некое желание апгрейднуть комп, то есть что-то там сделать себе, ну, в первую очередь, конечно же, с целью, скажем так, работы. Это конкретно касается и YouTube-канала, и у нас там еще один проект с друзьями хотим запустить все, ну, как бы, надеюсь, скоро запустим. И тут встал вопрос о том, что хочу железки себе помощнее, да, и для рендеров, и для каких-то там других задач. В целом, если, допустим, покупать такой компьютер, ставить его еще дополнительно на майнинг, получать, скажем так, свободное время, какой-то кэшбэк, какую-то окупаемость, то это неплохо. То есть сейчас, конечно, кто-то в меня кинет камень, но я скажу, что даже если он не заработает, ну, грубо говоря, с майнинга 20 тысяч рублей, я считаю это неплохим вложением. Ну, то есть в любом случае компьютер это неплохое вложение, потому что в моем, лично в моем, так сказать, случае он будет использоваться только в каких-то рабочих целях, я не особо игроман. Ну, бывает там, конечно, поигрываю, но это как бы
так в неделю, может, один раз в какую-нибудь игрушку покатаю, типа там Battlefield или Battlefront, и все. Ну, а в работе как бы все понятно, устройство в любом случае приносит деньги, и как бы тут еще можно дополнительно помайнить. И тут я вспомнил темы, которые частенько возникают на форумах там, да и не только на форумах, что много школьников в момент простоя, так сказать, пока они там в школе находятся или гуляют, пускают свои машинки, компьютеры с разными там абсолютно видюшками в майнинг. То есть, ну, я не знаю, как это они там выглядит, скорее всего, я думаю, на S-Hash, самый популярный среди вот этой вот аудитории. Но в целом-то я тут призадумался, мол, ну да, где мои 15 лет, почему, когда я учился, не было майнинга. Сейчас, наверное, школотроны такие сидят дома, родители видосы это посмотрели, там, ах, сука, вот почему цены, в смысле, счета за электричество стали высокие, и школьники такие, блин, козел очкастый опять подставил, на. Ладно, не расстраивайтесь. В принципе, я думаю, что с одного компьютера там не слишком много денег за электричку у вас будет уходить. Почему вообще вот эти все разговоры, вот это все видео, я такой думаю, типа, ну, камон, ну вот, почему бы и не взять? И в принципе, если смотреть, допустим, на то, что купил тебе такой комп, не знаю, дербанить я, скорее всего, в моем случае не буду. Я еще раз говорю, мне для работы нужен. Но в целом, если, допустим, покупать эти компьютеры с целью приобрести видеокарту, ну, сейчас просто давайте даже посмотрим, сколько стоит процессор, который здесь, собственно, установлен. Здесь i5-10400F. Ну, собственно, можно посмотреть на... Может быть, Авито, да, на БУ, мы же будем продавать не через ДНС, а на Авито. Это порядка там 11 тысяч рублей, вот уже минус, как бы что-то мы с этой покупки вернули. Ну, и, соответственно, все остальное точно так же, если мы преследуем цель достать видеокарту и все остальное продать. То есть можно сказать, что приобретая так, можно сэкономить. То есть купить видюшку не за 89 тысяч рублей, а чуть-чуть, но дешевле. Можно, кстати, поставить и процессор в майнинг Raptorium, монета, которую многие просили меня про нее снять, но я как-то не сторонник майнинга на процессорах. У меня есть Xeon там, но я что-то как-то не особо на них копаю что-то, но тем не менее. Можно поставить. Да, мы знаем, что, допустим, если говорить про Raptorium, там все лучше показывают красные процессоры, но тем не менее какой-нибудь там Intel, ну вот, да, есть у нас там 11400, я не знаю, сколько он будет зарабатывать, можно посмотреть. Где тут, блин, калькулятор какой-то странный абсолютно. Я, кстати, не знаю, это 751 на хэш на одно ядро или это вообще в сумме у него будет, потому что, говорю, не особо интересуюсь майнингом на процессоре, но вот люди некоторые так делают. То есть можно ставить ваш новый абсолютно игровой компьютер, майнить и какие-то там типа эфира, да, он сейчас самый профитный на видюшке, и либо там, допустим, еще и Raptorium подкапывать, пока вы там, не знаю, занимаетесь своими делами, компьютер у вас копает. Так, кстати, я, насколько понимаю, многие делают, но, в общем-то, вот такая штука. Вот и получается, что такой, как бы, способ, типа, купить себе компьютер и поставить в майнинг. Я думаю, он будет популярен среди людей, которые, там, не знаю, компы себе обновляют. Ну, а почему бы нет, собственно? Почему бы не получать какой-то дополнительный, так сказать, кэшбэк с этого компа? Вообще не понимаю геймеров, которые, там, типа, орут на майнеров. Почему бы им тоже не воспользоваться этой, так сказать, ситуацией, да, с выгодностью майнинга? Типа, ну, ты же не сидишь 24/7, там, не задротишь свои любимые, там, не знаю, ведьмаки, а как бы, ну, какое-то время ты спишь, там, что-то делаешь, кушаешь, там, учишься, работаешь. В это время можно подкапывать, типа, вот вам компромисс, зарабатываете тоже. Да, у вас там будет поменьше в сутки, потому что, ну, иногда вы занимаетесь своим, так сказать, дрочевым в джойстиках или клавиатурах. Ну, а в целом-то почему бы и нет? Или просто, допустим, копать крипту, оставлять ее в долгосрок, как многие делают, это тоже, наверное, вариант. Такие мысли. В общем-то, раскрывая тайну, я заказал себе готовую сборку на 3070. Хочу все-таки в комп посмотреть, что у меня получится. То есть вот сейчас мы будем думать о том, что как делать другой проект. Мне там нужен компьютер помощнее. А 3060 Ti сейчас открывал, потому что считаю, наверное, самой народной видеокартой на текущий момент. В целом, принимайте решения сами. Ребят, мне реально интересно, кто-то покупал так, ну, для майнинга конкретно готовые сборки. Как вы вообще, то есть в сборе комп ставили, что он у вас копает, либо вы его раздербанивали на Авито все запчасти, а видюшку ферму. То есть напишите в комментах об этом, интересно почитать будет. Постараюсь ответить всем. Но и по традиции. Курсов повыше, профит побольше. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пока-пока.